Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы находимся в строительном центре «Гвоздь», отдел «Бурдекор». Видео индивидуальное для Юлии, город Москва. Так, Юлия у нас инженер-строитель. Она много лет практикует ремонтные работы, то есть она штукатурит, шпаклюет, обои клеит, красит. У нее достаточно большой опыт в этой сфере. И сейчас она хочет нанесением заняться декоративных штукатурок. Значит, у нее тоже каналы есть свои на YouTube и на Дзене. Я думаю, что в комментариях вы увидите Юлия Маляр МСК. Значит, вы можете зайти на ее канал и посмотреть в последующем, как она будет наносить уже непосредственно на стенах у себя. То есть она будет учиться наносить декоративные штукатурки с нашей помощью. И я хочу сказать, что мастера разных всяких городов, если вы хотите начать наносить декоративные штукатурки, с нами это делать очень удобно, потому что мы снимаем индивидуальные видеоуроки, мы оформляем доставку в любой регион России, даже в самый дальний. И когда вы начинаете нанесение, мы вас сопровождаем весь процесс, то есть консультируем в процессе, это очень удобно. А еще у нас есть приятные бонусы, конечно, для мастеров, для дизайнеров, для декораторов, для художников. То есть можно с нами работать, я думаю, что вполне. Смотрим нанесение. Оно уже было на нашем канале похожее, но мы его сейчас более детально рассмотрим, и материал в том числе. Наносить мы будем декоративную штукатурку Марморо. И мы ее сейчас в кухню предлагаем. Я считаю материал вот этот очень идеальным для кухни. Почему? Потому что он совсем не зернистый вообще. Он даже не как шпаклевка. Шпаклевка и та хотя бы сколько-то зерниста, а это как венецианская штукатурка, более плотная. То есть из мармора можно сделать и фактурную какую-то штукатурку небольшого рельефа, и тоненькое покрытие. По моему мнению, для коридора и кухни это очень идеальный вариант. Ну и гостиная, и везде, конечно, он подходит. Я сейчас говорю о долговечности и о прочности. О том, что материал не пористый, и он ничего абсолютно в себя не впитывает. Никакую грязь, никакую пыль. Плотная поверхность, даже, наверное, плотнее, чем краска. Давайте нанесем. Штукатурка наносится чистой кельмой. Инструмент должен быть чистый. И наносим мы ее на предварительно подготовленную стену. Стена должна быть грунтованная, шпаклеванная и окрашенная. Красить мы вас учить не будем. Юлия, вот она 100% знает, как красить, мы ее не учим. Краска у нее уже все это приехала. Пройдемте к моей машине, ребята, деловые линии, четко доставочку осуществили, все предъявляю, все банки у Ольги подписаны, все целиковые, стояли на палете, четко деловые линии сработали, все автоматизировано у них, доставка до дома, заказала с утра и уже через 4 часа с другого склада, с другой стороны Москвы, шофер привез. Олечка, спасибо большое. До встречи в эфире. Целую всех. Спасибо за доставку. Пока. То есть краска приехала. Она будет колерованная в цвет штукатурки. И мы наносим штукатурку тонким слоем, не толстым, тонким. Вот что значит толстый слой. Вот это толстый слой. А нам не нужно толстый, нам нужно тоненький слой. На окрашенную поверхность в один слой, оставляя небольшие переходы, вот такие. Вот они. Небольшие переходики от кельмы. Такие наплывчики. Расход у мармора примерно в данном случае 500-700 грамм на квадратный метр. Материал не самый дешевый, но за счет того, что у него маленький расход, он очень выгодно получается в итоге. То есть по чеку, по общему, достаточно выгодно. И вот так вот на окрашенную поверхность мы как будто бы шпаклюем. Я вам презентую материал. У нас есть он в продаже, вам не нужно его искать. Очень часто пишут, почему вы не пишете какой, в комментариях пишут, почему вы не пишете какой материал. Зачем? Он есть у нас. Вот он. Его не надо искать в интернете. У нас на лето, летний период бесплатная доставка при худо или бедно каком-то объеме. То есть коридор, кухню вы купили, комнату. У нас даже сейчас новая услуга со вчерашнего дня. Бесплатный экспресс-дизайн при объеме, при покупке. То есть вы покупаете на комнату
И мы можем вам в программе сделать такой экспресс-дизайн, примерить эту штукатурку на ваши стены. Платная услуга тоже имеется. Это если вы не покупаете штукатурку, вы можете у нас заказать просто вот этот экспресс-дизайн. И после него уже решать, нужна вам штукатурка или нет. Но я думаю, что нужна. Штукатурка — это такой товар, он нужен. Наносим тонкий слой, оставляя прожилочки. Ну, как-то так. Так, будем ждать на канале у Юлии видео по нанесению. Сейчас у нас этот слой сохнет, и мы продолжим. Не переключайтесь. Высохла штукатурка. Теперь посмотрите поближе, как она выглядит. Юля, смотри. Здесь вот такие вот наплывчики небольшие. Их оставляем, не трогаем. Вот этот наплывчик тоже, он, в принципе, все ничего. А здесь вот такой крупненький получился, и мы можем его слегка зашкурить. Зашлифовать, как удобнее говорить. Слегка вот так. То есть не надо сильно его вышкуривать. Чуть-чуть. Я напоминаю, что этот материал очень идеально подходит для кухонь и для коридоров, потому что он абсолютно не пористый. То есть он гладкий-пригладкий, ничего не впитывает для себя. Ну, в себя. Ничего не впитывает. Слегка подсняли вот эти верхушки. И теперь что мы сделаем? Вот смотрите, у меня здесь такое место, где будет примыкание вот этой этикетки. Я бы хотела, чтобы тут было посимпатичнее. Я тоже это вот таким вот образом шкурку согнула пополам. И в уголочек убираю излишки. И когда я сниму отсюда скотч, он у меня узенький, у меня уже будет более-менее приличный вид. И также можно работать со внутренними углами. То есть внутренний угол точно так же можно подчищать. Все, оставлю. Так, теперь нам требуется воск, база, прозрачный воск и лазурь, белое золото. Мы возьмем баночку. И в эту баночку, тоже у Юли, у тебя тоже отдельно все лежит, по-моему, я уж, честно говоря, не помню, но, по-моему, отдельно лежит. То есть вот такие вот баночки, и они, ну вот, давайте повернем. Вот так, белое золото и воск. И примерно 1 к 1. То есть можно приблизительно 1 к 1 размешать. Берем воск. Берем лазурь. И перемешиваем. У меня сейчас примерно 50 на 50. Воск он дает защиту, еще дополнительную защиту. Он прозрачный, а лазурь у нас концентрированная. И мы ее перемешиваем с воском, чтобы такой был приятный, ненавязчивый отблеск белого золота. Вот так это выглядит. И сейчас мы вот это нанесем на штукатурку. Она же у нас будет финишным, красивым слоем, и она же у нас будет защитой. Вот эта вот смесь. Точно так же с помощью кельма мы наносим. Берем вот эту кисю-мисю, накладываем на кельму, вот она достаточно густая, чтобы не стекать. И сплошным слоем покрываем поверхность, оставляя вот такие вот прожилки. Вот эти прожилки, сгусточки, нужно оставлять. Они впитываются в штукатурку, и в последующем, когда они впитались, остается такой рисунок, полоса остается. То есть там, где у нас воска с лазурью больше, там будет перламутр сильнее играть, и он будет очень красиво смотреться. Вот так. Покрываем поверхность, как будто бы шпаклюем. Тебе это будет делать привычно, у тебя опыт огромный. То есть я не думаю, что какая-то возникнет проблема, но если что-то будет непонятно, ты можешь звонить, писать. Мы все в процессе скорректируем, подскажем, что нужно.
И надеюсь, что все очень хорошо получится, потому что в Москве очень много желающих нанести штукатурку с помощью мастера. Ой, и почему-то зачастую люди говорят, что мастеров не хватает. В общем, вот такая статистика по Москве. Говорят, что не хватает мастеров. Может, это правда, может, нет, сказать не могу. Но учиться в любом случае нанести декоративку очень-очень полезно. Наносить, вернее, а не нанести. Вот таким вот образом, оставляя прожилочки. Пустота немножко. Вижу пустоту, вот здесь пустота. Добавляю. Я просто туда добавляю и все. Вот так. Торцом кельмы подснимаем излишки. Вот сейчас воск, он у нас смотрится как будто бы белый, но при высыхании он будет прозрачный и останется только перламутровый, красивый такой эффект. Сейчас он у нас высохнет, и мы покажем готовый результат высохший и очень будем ждать вместе со зрителями. В комментариях, если кто желает результат увидеть, в комментариях вы увидите Юлия Маляр МСК, так называется канал, вроде бы того. В общем, смотрите результат. Готовый вариант. Юля, мы ждем с нетерпением от вас нанесение, как у вас это будет происходить. Мы будем смотреть, вообще весь процесс нам очень интересен тоже. Вот клиенты наносят самостоятельно, но мы видим только готовый результат, а как в пути вот это они наносят, мы, конечно, этого не видим, и мы будем ждать ваше видео. Ну и комментарии, а под этими комментариями люди будут находить, оставьте там ссылку на свой канал, и люди будут находить и тоже наблюдать, тоже смотреть. Смотрите поближе, это готовый вариант, идеальный. Стоимость за квадратный метр, вот как бы не соврать сейчас, 450 что ли выходит за квадратный метр вот этот материал. То есть декоративная штукатурка, подложечная краска и воск с лазурью. По-моему, 450. Ну, обращайтесь, ссылки есть в описании. У нас можно приобрести декоративную штукатурку, заказать доставку. Мы отправим вам в любой город России, в том числе и самые дальние города, и даже деревни какие-то глухие, туда тоже, туда ездит почта. И как-то так. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И всем пока!